Че бы еще поиграть? Так, посмотрим. Так, в это я уже играл. И вот в это. И в это. Так, это что у нас? Странно, не помню, что у меня был этот картридж. Ну да ладно. Билли, с возвращением. Прошло много времени с тех пор, как компания обратилась к вам за услугами. Итак, еще раз, вас лично выбрали на работу, которую, как мы надеемся, вы готовы принять. В городе кризис. Gang снова нужна зачистка. Я ведь просто хотел спокойно поиграть. Но похоже, у этой игры другие планы. Когда запускаешь Huntdown, первое, что бросается в глаза, это атмосфера. Грязный, неоновый город будущего, где улицы давно принадлежат не законам, а бандам. Сюжет у игры простой, но именно таким он и должен быть. В мире Huntdown порядок давно рухнул. Крупные города контролируют преступные группировки, каждая со своей территорией, своими правилами и своей армией головорезов. Поэтому власти делают то, что делали в подобных историях уже десятки раз. Нанимают охотников за головами, и именно одним из таких охотников мы и играем. Вначале можно выбрать одного из трех персонажей – Анаконду, Джона Сойера или Мувмена. По сути, это три разных архетипа – бывший солдат, суровый киборг и хладнокровная охотница. На сам геймплей это почти не влияет, различия в основном косметические, но каждый персонаж отлично вписывается в этот мир неонового криминального будущего. И вот мы выходим на первую улицу. Уже через пару секунд становится понятно, что Huntdown это классический run and gun, то есть игра в духе старых боевиков вроде Contra или Metal Slug. Ты идешь вперед, перед тобой толпы врагов и все вокруг взрывается, но при этом у игры есть несколько важных механик. Что ж, ну во-первых, укрытие. Практически все окружение можно использовать как защиту. Машины, стены, контейнеры. Можно присесть за укрытие, высунуться и начать стрелять. Во-вторых, вертикальность уровней. Враги часто сидят на балконах, лестницах, крышах и приходится постоянно двигаться. Прыгать, перекатываться, менять позицию. А еще у врагов есть щиты. Поэтому иногда приходится выжидать момент, когда они откроются. Ну, либо можно просто нашпиговать их свинцом, это тоже работает. И уже в первые минуты игра сразу объясняет главный принцип. Либо ты двигаешься, либо тебя разъебут. Третьего не дано. У каждого охотника есть базовое оружие, но иногда игра дает кое-что посерьезнее. В Huntdown есть две категории оружия. Первое это базовое оружие, которое всегда с тобой. Также у каждого персонажа оно свое. Базовое оружие бесконечное, они слишком мощные. Поэтому почти сразу игра начинает подбрасывать временное оружие. И вот тут начинается настоящее веселье. Дробовики, УЗИ, плазменные винтовки, гранатометы. Большинство из них выпадает из врагов или лежит на уровне. Но у каждого есть ограниченный боезапас. Поэтому постоянно приходится решать, использовать мощное оружие сейчас или приберечь на следующую волну врагов, или же босса. Каждый уровень Huntdown принадлежит определенной банде, и, пожалуй, это одна из самых интересных частей в игре. Например, Hoodlum Dolls, панки на мотоциклах, которые атакуют улицы города, Misconducts, банды хулиганов и психов, Hitseekers, тяжелые вооруженные бойцы. У каждой банды свои враги, свой стиль и свои уровни. И это очень хорошо работает на атмосферу. Каждая миссия ощущается как отдельная операция против новой криминальной группировки. Ну и конечно же боссы.
В конце каждой миссии нас ждет лидер банды. И это не просто толстый враг с большим количеством здоровья. Каждый босс — это отдельная маленькая механическая головоломка. Например, один из боссов атакует из огромной машины, другой использует щиты и гранаты, а третий буквально превращает арену в хаос из взрывов и пуль. И именно боссы делают каждую миссию такой запоминающейся. Что же до системы наград, то после каждого уровня игра показывает статистику. Сколько врагов уничтожено, сколько секретных тайников найдено и насколько быстро пройден уровень. Это не открывает новый контент, но создает ощущение аркадного челленджа. Можно перепроходить уровни быстрее, точнее и собрать все на 100%. Хотя, конечно, это скорее для тех, кто любит выжимать из игры максимум. Но, наверное, самая сильная сторона Huntdown — это ее визуал. Игра выполнена в пиксель-арте, но это не просто ностальгия по 16-битной эпохе. Анимации здесь невероятно детализированы, каждый враг двигается по-разному, персонажи реагируют на падение, окружение разрушается, и все это происходит на фоне неонового киберпанкового города. Огни вывесок, дождливые улицы, заброшенные здания. Все выглядит как смесь киберпанка 80-х и старых боевиков ВХС эпохи. Музыка идеально дополняет эту атмосферу. Саундтрек построен на синтвейве, это электронная музыка, вдохновленная саундтреками фильмов 80-х, и она постоянно держит темп игры. Когда начинается бой, музыка ускоряется, когда приближается босс, она становится тяжелее. В результате все ощущается как один длинный боевик. Huntdown — это игра, которая будто пришла из другой эпохи. Она не пытается быть огромной, открытой или сложной. Это просто очень хорошо сделанный экшен. Четкая стрельба, яркие боссы, отличный пиксель-арт и мощный синтвейв саундтрек. И иногда именно такие игры напоминают, что для хорошего геймплея не нужны сотни часов контента. Иногда достаточно просто выйти на улицу, взять дробовик и начать охоту. Чем, собственно, я сейчас и займусь.